Сегодня мы на матче ХПЛ Пятак Тиквы. Вряд ли бы они достигли даже того, что у них есть сегодня. Судя по тому, что у них есть баннер, Имеется в виду поддержка сионизма, еврейской национальной идеи, естественно. из-за этого возникает много конфликтов. Романтика! Приветствую, с вами Ваня Романтик. У нас продолжается путешествие по Израилю, которое мы насытили как следует различными футбольными матчами. И сегодня мы в Петах-Тикве, во втором по силе дивизионе Израиля, где местная команда ХПЛ принимает команду Бней Сахнин. И, кстати, сегодня мы будем смотреть футбол не одни, а с Александром. Поехали! שלום. אנחנו פה מהכרטיסים לשלושה אנשים, לאיוון וולצ'קוב. הלו, דור? מה שלומך? זה אלכס, אני פה. У меня был бизнес небольшой, куча времени. Я увидел. Thank you. Сегодня мы на матче ХПЛ Пятак Тиквы. Чем вообще примечательны фанаты этой команды? Ой, ну я думаю, что ребята, они, в принципе, молодцы, многострадальные довольно-таки, потому что команда постоянно болтается между высшей лигой и вторым дивизионом. Финансовые трудности постоянно испытывают. Ну вот, как ты можешь видеть, даже, скажем так, находясь в нижней части таблицы второй лиги, в принципе, люди как бы ходят, поддерживают команду, ездят на выезда. Я думаю, что они молодцы. То есть, если бы в команду вот именно в эту вложил бы кто-то хорошую сумму денег, ну, они бы даже и стадион бы заполняли бы. То есть, болельщики у них есть история. Они выигрывали чемпионаты, кубки, в какой-то далекой истории такой. Здесь в каждом практически городе есть команда ХПЛ, есть команда Макаби. Из-за чего так называют команды? Ну, это, в принципе, две самые крупные спортивные ассоциации в Израиле. В какой-то момент, я думаю, что это 50-е, 60-е годы, между ними началась какая-то именно такая борьба, кто пооткрывает больше представительств в разных селах и городах. И за счет этого, как бы, они, конечно, расплодились. То есть, действительно, в каждом городе есть Апоэль Макаби, ну, вот и Бейтар тоже в том числе. Я думаю, присутствует во многих городах, даже в арабских, несмотря на то, что это, как бы, в принципе, сионистская организация. Среди команд Макаби, насколько я знаю, проводят что-то наподобие соревнований, которые так и называются Макабиада. Вообще, это именно футбол или в целом, ну, там, по всем видам спорта? Не, Макабиада — это как бы еврейская альтернатива Олимпиаде, поэтому там соревнования проходят по всем видам спорта абсолютно. И, в принципе, даже вот у тех же Макаби Тель-Авив, у них когда-то давным-давно был свой стадион на побережье, вот, и там проходила одна из первых Макабиад. Ну, этого как бы стадиона уже давно нет, и вот они делят стадион Блюмфилд, который исторически, в принципе, считается как бы стадионом Апоэля. Как давно вообще появились фанаты в этом месте? Апоэль Петах-Тиква — это, опять же, как я уже сказал, что это клуб как бы с историей, вот, то есть им не чуждо все то, что вот относительно Макаби Тель-Авив, может быть, не в таких масштабах, хотя, конечно, раньше у них посещаемость была намного больше, то есть и 80-е, и 90-е годы здесь все присутствовало, и в том числе и пиротехника время от времени, вот, и какие-то перформансы. Ну и когда уже в Израиле в начале 2000-х годов началась вот новая волна, ультрас-волна, то они, конечно, тоже в стороне не остались и тоже являются частью ультрас-движения. И в целом я бы сказал, что в Израиле нету к ним какой-то ненависти, там и врагов, по-моему, у них вообще никаких нету. Вот. Ну и люди в целом с разных клубов относятся к ним с достаточно с уважением, можно сказать.
Сегодняшний матч проходит на стадионе под названием Машала. Вместимость этого стадиона в районе 11,5 тысяч. Он довольно новый, я думаю, это можно увидеть по кадрам, которые мы сделали. Дата его постройки указана 2011 год, то есть он совсем новенький, но я думаю, на этом месте до этого был какой-то другой стадион, как это обычно и бывает. Мы сюда попали по аккредитации. Тут, опять же, аккредитация в нашем плане не совсем такая, да, мы сидим вот в пресс-ложе за столиками. В чем отличие? В том, что нам не дали билеты, например, как в Иерусалиме, а одели вот такие вот браслеты. Там еще дали дополнительный билет. Здесь билетов нету, просто нас провели и показали, где мы должны располагаться во время матча. Ну, понятное дело, мы походим и не только, будем сидеть не только здесь, но и походим еще вокруг самого стадиона. Петах-Тиква — это пригород как бы Тель-Авива, он небольшой, поэтому я думаю, что вот, учитывая турнирное вот это все положение, я думаю, люди там за 5 минут до начала приедут, как бы, ну куда ломиться, как бы, ничего. Мне чем-то этот стадион напоминает Химки, и по местоположению, и команда пригорода, как бы, да, не все как бы гоняют, я думаю, много кто из Петах-Тиквы гоняет именно за большие команды какие-то, вот. מועדון הכדורגל הפועל פתח תקווה לעולם יזכור את משה זייתון ויכבד את זכרו במחיאות כפיים. В Европе принято говорить, что футбол вне политики, да, в России это очень распространено понятие. В Израиле эта ситуация такая же, либо наоборот? В Израиле политика имеет очень большое влияние на футбол. Там разделения какие-то на условно левых и правых. Правых я имею в виду, конечно, не то, что подразумевают твои зрители в России. Это имеется в виду поддержка сионизма, еврейской национальной идеи, естественно. Очень огромное влияние имеет политика. То есть мы можем взять Апоэль Тель-Авив, который левого толка, антифашистское движение. С другой стороны, есть Бейтар Иерусалимский. Можно их назвать, скажем так, в израильских реалиях ультраправыми. Макаби Тель-Авив тоже это довольно-таки правый движ по израильским меркам. Нужно, я думаю, что отметить Макаби Хайфа, которые, в принципе, они отстраняются от какой-то политики и стараются вообще в это не влазить. Как это у них получается, я думаю, что, может быть, в следующий раз приедешь, получится с ними пообщаться, и пусть они сами расскажут. Каждая страна имеет какие-то топовые, очень горячие матчи. Назови самый горячий топ-3 в Израиле. Безусловно, это Тель-Авивское дерби. Я думаю, что Бейтар Сахнин, хотя сегодня они, конечно, не могут играть, потому что находятся в разных лигах. Ну и, наверное, Бейтар Апоэль, я думаю, что по напряжению такой серьезный матч. Нам повезло, мы зацепили один из этих топ-3. В Израиле очень много выходцев из постсоветских стран. Большая часть этих людей ходит здесь на футбол, состоят в каких-то ультрадвижениях. Среди тех, кто ходит именно на матчи израильских команд, в основном это молодежь. Это ребята, которые или они родились здесь уже на территории Израиля в русскоговорящих семьях, или приехали в каком-то молодом возрасте. Конечно, люди, которые привыкли ходить на «Динамо Киев», на «Зенит», на «Спартак», они, в принципе, верны своим традициям, и на израильский как бы футбол, ну, их редко можно затащить чем-то как бы. Ты ведешь очень известную группу в Фейсбуке про ультрадвижение. Расскажи немножко про себя, про эту группу, как вообще ты пришел к тому, что начал вести эту группу. Группа, она сегодня существует, в принципе, как бы только в Фейсбуке. Изначально, 10 лет назад, мы открыли с моим товарищем, сербом, который проживает в Израиле, первый израильский общий ультрас-форум, то есть на котором люди, болеющие за разные команды, могли общаться. Это, в принципе, на мой взгляд, такой относительно наших соседей, там Кипр, Греция, Турция, редкое явление. Вот, 10 лет назад мы случайно списались на форуме Макаби Тель-Авив перед матчем баскетбольным Макаби Тель-Авив Партизан Белград. С тех пор, когда родилась вот в тот же момент эта идея, вот, и потихонечку началось. К сожалению, общая обстановка в Израиле, политический пресс определенный, даже закрытый форум,
он все равно открытый для определенных структур. Поэтому сегодня это просто переросло в определенный блок. Обозри пиво светлое и темное, эль, пшеничка нефильтрованная, балтийский портер или стаут. Мы встретились с Александром. Я буду обозревать пиво под названием Александр Грин от пивоварни Александр, у которых находится пивоварня на берегу реки Александр. Это ИПА. С удовольствием ее сейчас попробую, чтобы описать вам свои ощущения. Запах не такой сильно выраженный. Довольно вкусно. Но мне не хватает горечи. Я люблю горькое пиво. Кто вот наоборот этого не любит, всем буду советовать. Романтика! It's a magnet. Я думал, стикер. Подошли к клубному магазину. Парни, которые просили у меня купить им значки. К сожалению, значков тут нету. Ну, как бы есть другой стандартный набор. Это брелки, там кофты, шарфы. Кстати, как и все в Израиле, здесь и продукция такая тоже довольно дорогая. Например, шарф стоит 50 шекелей, что в переводе на наши деньги выходит где-то в районе 900-950 рублей. То есть у нас в стране обычно там в районе 500 они стоят, почти в 2 раза дешевле. Помимо того, что ты ведешь блог про ультрас-культуру в Израиле, ты граундхоппер. Как вообще обстоят дела с граундхоппингом здесь, в Израиле? Раньше, в принципе, было никак вообще. Но в последние годы начало развиваться. У нас есть и Кадурегель Шефель, ребята, с которыми ты общался, во всяком случае, с одним из них. Они, конечно, по низшим лигам ездят. Сейчас есть еще граундхоппинг Израиль. Это 2 израильтянина и 2 немца. Они тоже стараются пробивать очень такое довольно-таки большое количество матчей. Ну и есть Кадурегель Бепита, тоже русский парень, который делает тоже граундхоппинг обзоры. На этом и все, то есть, я думаю, что для маленькой страны, население которой соответствует Санкт-Петербургу тому же, в принципе, достаточно, видимо, будет развиваться и в дальнейшем. Кадурегель — это в переводе футбол. Видел постоянно это слово, и думаю, что да. это значит. Так как стадион имеет всего 2 трибуны, одну трибуну полностью отдали для приехавших поддержать гостевую команду. Кстати, название гостевой команды вообще переводится как «Сыны Сахнина». Сахнин — это название самого города, точнее, это не сильно большая такая, как деревушка, поселение. А Бней — это как раз в переводе «сыны». Довольно распространенное слово, которое используют в многих названиях команд. Например, еще есть Бней Иуда, то есть «сыны Иуды» и так далее, так далее. Судя по тому, что у них есть баннер, на котором написано «Ультрас Сахнин 03», наверное, появилось это движение в 2003 году. Да, еще забыл очень интересный момент, то, что команда, приехавшая сюда в гости, она вообще располагается в арабской деревне, то есть ее поддерживают арабы. Из-за этого возникает много конфликтов у команд, которые протестуют против того, чтобы арабы здесь жили. Здесь, в Израиле, стоит острый вопрос, отношений арабов и евреев. В фанатском плане есть у них какие-то отношения с кем-то из команд, из израильских команд? Да, у Сахнина они довольно-таки тесно дружат и общаются с Апоэль Тель-Авивом. Я думаю, что мы не видим что-то экстраординарное, супер впечатляющее, все-таки 2-я лига, эта команда привыкла играть в высшем дивизионе. Но у Апоэль Тель-Авива бесспорно есть огромное влияние на ихнюю, так скажем, группу фанатов. Без влияния Апоэль Тель-Авива вряд ли бы они достигли даже того, что у них есть сегодня.
Как вы думаете, на какой минуте раскрылась игра? Правильно, на 90-й. Целых 90 минут мы ждали интересного футбола, и вот в добавленное время он наконец-то начался. До этого, конечно, очень скучно было, но сейчас зато команда играет без центра поля, все-таки пытается вырвать победу. Кстати, местная команда идет сейчас в нижней части турнирной таблицы, а вот Бней Сахнин как раз наоборот сейчас стремится выйти в высшую лигу, и им вообще кровь-бизнесу нужна победа. Но вот по самой игре я бы так не сказал. Мне кажется, наоборот, местная команда смотрелась по игре лучше, хотя счет так до сих пор и не открыт. Унылые нули на поле, но довольно не унылые трибуны. Если тебе понравился этот выпуск, обязательно ставь лайк, подпишись на канал, жми на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Ты можешь поддержать мой канал абсолютно любой монеткой. Как это сделать, ты увидишь в описании. Не прощаемся. Опиши израильский футбол одним прилагательным. Что есть у вас, чего нету везде? Ну, у нас не футбол, у нас кадурегель. И я думаю, это вот самое главное отличие. Ты сам видел уровень. Хотя, если вот брать там 10 лет назад, израильские команды довольно-таки неплохо выступали в Еврокубках. Там тот же Апоэль Тель-Авив там с Локомотивом играли, и фанаты ездили. Сейчас как-то это все в упадке немного. Наверное, гайки закручивают немножко, как бы. Это тоже влияет сильно.